Всем привет! Вы на канале Автоглавснаб, с вами Дмитрий, и в этом видео мы будем разбираться со стуком двигателя на Kia Sportage. Поехали! Итак, друзья, вот наша Kia Sportage, и как я уже сказал в начале видео, разбираться мы будем со стуком двигателя. Хозяин данного автомобиля обратился к нам в сервис с проблемой лишнего звука в двигателе, а именно стука. Первым делом, конечно же, при таких неисправностях мы делаем эндоскопию. В ходе эндоскопии мы выявили задиры в цилиндре, что говорит нам о том, что поршневая уже изношена. И, как правило, это классическая болезнь данного автомобиля, данного мотора G4KD, то есть задиры поршневой, перекладка, и в результате мы слышим неприятный стук. На самом деле это проблема распространенная для данных и аналогичных моторов от Kia и Hyundai. Проблема эта проявляется примерно на 150 тысячах километрах и требует своевременного внимания. Владельцы Hyundai Kia с данным мотором уже хорошо наслышаны о данной проблеме. И сейчас в этом видео мы как раз разберем ее изнутри, скажем так. Снимем полностью, разберем, отдефектуем двигатель, покажем вам наглядно, что происходит с ним и что вызывает такие стуки. И после этого расскажем о том, какие решения мы примем для того, чтобы придать максимальный ресурс этому двигателю. Ну и, конечно же, как я уже сказал, первым делом мы будем демонтировать двигатель. Демонтировать мы будем его вместе с трансмиссией через низ автомобиля. Так как у нас там стоит полуподрамник, места там предостаточно, открутим выпускной коллектор и будем опускать мотор в сборе прямо вместе с коробкой.
Ну что ж, друзья, вот наш мотор уже разобран и отдефектован. И что мы здесь видим? Ну, во-первых, мы видим сильнейшие задиры на гильзе цилиндра 4 и 3 поршня. Также мы видим задиры на нижней юбке поршня, месте, где должно быть тефлоновое покрытие. Задиры уже настолько глубоки, что я даже в перчатке чувствую перекаты на юбке поршня. Поршневые кольца у нас в нормальном состоянии, не залегшие, свободно ходят, в отличие от маслосъемного кольца, которое залегло там уже конкретно и в канавке уже не ходит, то есть не выпирает за пределы поршня. И, соответственно, при работе поршня, когда он у нас находится в моменте переката, в разбитом месте цилиндра нижняя юбка поршня ударяется об гильзу. И мы слышим характерный стук при работе двигателя. Когда вы слышали звук работающего двигателя, да, вот с этими стуками, я не знаю, как это передастся на камеру, как это будет слышно на YouTube, но тем не менее, вы услышите звук, и первым делом вы захотите все это перенести на свой автомобиль. Это я знаю по опыту. Не думайте, что проблема стука двигателя – это сразу вот такой вот печальный сценарий. На самом деле проблем еще может быть очень много. Это может быть неисправная цепь, неисправные фазики и неотрегулированные клапана. Стук будет немножко отличаться, но тем не менее это все будет очень похоже. Очень важно правильно диагностировать данную проблему, чтобы не выполнить работу впустую. Ну вот обратите внимание, здесь у нас поршень 4 цилиндра, опять же ужасные задиры, я еще раз повторюсь, да, я вот прям в перчатке трогаю и чувствую, какие они глубокие. 3 цилиндр, 2 цилиндр и вот 1 цилиндр у нас в самом, скажем так, хорошем состоянии. Особенно сильно привержены автомобили вот такой неисправности данной, которые эксплуатируются в городском цикле, то есть это прогревы, холостые обороты, пробки и так далее, и так далее. Если, допустим, мотор будет ездить по трассе, то есть вы сели, завели машину и сразу поехали, там, грубо говоря, без остановок, то пробеги будут в 2-3 раза выше. Но, как показывает практика, для московского или более или менее большого города это нереально. Вы по-любому прогреваетесь, по-любому стоите в пробках и в результате получаете такие проблемы. Ну что ж, дальше мы будем производить замеры и принимать решение о дальнейшем ремонте. И вот, друзья, пришел блок из механообработки для нашего G4KD. Мы здесь делали гильзовку и будем собирать это все на номинальных штатных поршнях. Коленвал у нас в нормальном состоянии, его мы только лишь отполировали, и он у нас будет в номинальных размерах. Его мы оставляем. Единственное, что заменим, конечно же, все шатунные и коренные вкладыши. Отшлифовали поверхность головки блока цилиндра. Также мы отполировали распредвалы. Там у нас были небольшие царапки, то есть я даже не назову это задирами. Все это поддалось полировке, все в номинальных размерах. Единственное, что на крайнем бугеле со стороны шестеренок у нас на выпускном распредвалу стоят вкладыши. Эти вкладыши, конечно же, мы тоже заменим на новые. Ну, в принципе, по механообработке все понятно. Давайте перейдем теперь к запчастям. Так, ну так как у нас в системе смазки была обнаружена стружка, то по возможности мы меняем все то, что работает у нас на масле или как-то связано с маслом. Первым делом промываем все каналы. Далее мы обязательно меняем масляный насос. Меняем шестерни фазиков. Соответственно, мы устанавливаем новую цепь, так как мы не хотим туда залазить в ближайшие 100 тысяч километров. Все прокладки, уплотнения, прокладки впускных коллекторов выпуска, прокладка помпы, антифризные уплотнения, сальник коленвала перед-зад, ремень приводной, вкладыши коленвала коренные, вкладыши шатунные, вкладыши распредвала. Комплект новых поршней с новыми шатунами. Ну, соответственно, нам понадобится прокладка ГБЦ. Клапана фазовращателей мы также меняем, так как предыдущие клапана у нас были забиты стружкой. Ну что ж, по запчастям более или менее все понятно, и теперь можно приступать к сборке.
Итак, друзья, вот и подошел к концу капитальный ремонт двигателя G4 KD на Kia Sportage. Мы установили на него новые гильзы, установили новые оригинальные поршня номинального размера. Ну и как мы видим, результат налицо. Двигатель работает тихо, стабильно, как и должен работать. На данном моторе необходимо будет пройти обкатку, чтобы кольца притерлись к гильзам, и после этого его можно будет эксплуатировать по полной программе. Так как хозяин данного авто хотел придать максимальный ресурс этому двигателю, мы установили сразу же новый комплект ГРМ со всеми планками, натяжителями, а также заменили фазовращатель на распред валах и установили новый масляный насос. Если у вас есть аналогичный опыт ремонта данного двигателя, есть какие-то замечания к нашему видео или вопросы, задавайте, пишите нам в комментариях. Ну что ж, если это видео было вам полезно или просто интересно посмотреть, ставьте лайки. На этом все. Всем удачи, пока!